того, что 11-летний мальчик по имени Риома Такабаяси перевоплощается в другого человека. Он живет один в лесу. Также он приручил слизней. Риома кормит своих слизней разной едой, и они эволюционируют в редкие виды с особыми способностями. У Риомы есть слизь-уборщик, которая моет посуду, и слизь-мусорщик, которая ест мусор. Риома мирно жил в лесу со своими слизнями. Однажды он встретил в лесу группу людей, у одного из которых был раненый друг. Риома захотел помочь императорской. Рыцари сначала настороженно отнеслись к Риоме, но он попытался объяснить, что у него есть лекарство. Риома давно не разговаривал с людьми и не знал, как правильно строить предложения. Он показал рыцарям свое лекарство, и один из них проверил его. Затем один из мужчин поблагодарил его, и Риома пригласил их к себе домой. После этого Риома привел их к себе домой, и рыцари удивились, что он жил один в лесу. Внезапно появились слизни Риомы, и рыцари хотели напасть на них, но Риома объяснил, что это его питомцы. Группа извинилась, и один из мужчин сказал, что он тоже приручает монстров, и его первым монстром тоже был слизень. Когда они подошли к обрыву, Риома показал им свою потайную квартиру, и они удивились, увидев, где он живет. Затем один из мужчин заметил, что у Риомы только одна кровать, и когда он дал им целебные зелья, они удивились, что он сам их сделал. Риома представился, и они узнали, что перед ними сидит Рейнхард Джамиль, глава благородного рода. Он поблагодарил Риому за помощь, а потом остальные рыцари представились. Они были рыцарями Джамиля. Однако Риома узнал, что на них напали бандиты в лесу, и их друг Хьюз был ранен. После этого Райнхард захотел узнать, где Риома научился магии. Риома рассказал, что он научился этому у своих бабушки и дедушки. Он сказал, что они умерли 3 года назад, и теперь он живет один. Райнхарду стало жаль Риому, и он не хотел, чтобы ребенок жил один в таком опасном лесу. Риома сказал, что это не проблема, и волшебница Камилла показала ему магический предмет, чтобы проверить его способности. Они хотели убедиться, что Риома сможет справиться с лесом самостоятельно. Они заметили, что у Риомы очень сильная психическая устойчивость, и это их беспокоило. Райнхард хотел придумать план, как помочь Риоме. Поэтому Райнхард решил вернуться домой и посоветоваться со своей семьей насчет Риомы. Когда Хьюз выздоровел, они попрощались с Риомой и поблагодарили его за помощь. После этого Риома почувствовал себя виноватым, что не сказал им правду о том, что его бабушка и дедушка не умерли. На самом деле Риома жил в Японии и работал в офисе. Ему приходилось каждый день работать сверхурочно, и он умер от переутомления. Затем боги сказали ему об этом, и они были удивлены, что Риома так спокойно воспринял новость о своей смерти. Риома сказал, что его смерть не была для него неожиданностью, потому что он работал в компании, которая его эксплуатировала. Затем бог-создатель представился. Они были богами из другого мира и сказали ему, что он умер от того, что ночью чихнул и задохнулся. Риома не мог поверить, что его смерть была такой нелепой, и ему было стыдно. Когда он пришел в себя, боги разрешили ему переродиться. Они сказали, что он получит новое тело и родится 8-летним мальчиком. Его отправят в другой мир, и он сохранит все свои воспоминания. Перед тем, как Риома отправился в другой мир, боги помогли ему придумать историю о его прошлом и дали ему советы и знания для новой жизни. Риоме также запретили рассказывать кому-либо о своем перерождении, и он отправился в другой мир. Таким образом, Риома переродился в Сейфл, городе на границе мира. Когда он прибыл в другой мир, боги оставили ему книгу с информацией о мире и кое-какое снаряжение. Затем Риома проверил свои силы. Он также обнаружил слизней и воспользовался своей книгой с инструкциями. Но он научился приручать монстров с помощью магии. Поэтому Риома жил один в лесу. Через несколько дней появились отец и жена Рейнхарта. Риома также встретил свою дочь Элиарию и был рад их видеть. Затем семья Джамилов заметила, что у Риомы много слизней, и они спросили, поместятся ли все слизни в его квартире. Тогда Риома приказал слизням слиться воедино. И Лиза была впечатлена Риомой, потому что никогда не видела, чтобы у кого-то был большой слизень. Затем они сказали, что их семья занимается приручением монстров, и Элиария захотела приручить своего первого слизня. К сожалению, они не нашли ни одного в лесу, поэтому попросили Риому показать им. Риома показал им на карте, где появляются слизни. Элиария также хотела спросить совета у Риомы о слизняках, потому что она мало что о них знала. Дело в том, что у Риомы были неизвестные слизни, которых раньше никто не видел. Поэтому он показал свои 2 новых вида слизней – мусорщика и чистильщика. Все были удивлены чистильщиком, потому что он мог мгновенно убрать самую въевшуюся грязь. Риома также показал семье Джамилов,
что слизни безобидны и питаются только грязью. Элиария хотела поймать слизня, который эволюционирует в чистильщика. Она спросила, при каких условиях это происходит, но Риома замялся и рассказал об этом мужчинам. Хьюз объяснил женщинам, что слизня нужно кормить грязной водой из ванны, и все женщины покраснели. Поэтому все отругали Хьюза, и в следующий раз он был более тактичен. Элиарии было неловко привлекать слизней своим потом, но она решила поймать одного сама. Риома знал из прошлой жизни, что делать все в одиночку трудно, и пожелал Элиарии удачи. Она взяла ведро с грязной водой и к вечеру приручила своего первого слизня. Вечером Риому спросили, не хочет ли он отправиться в путешествие с семьей Джамилов, и Элиария уговорила его поехать с ними. Когда Рейнхард предложил Риоме положить его вещи в сундук Себастьяна, слуги, семья Джамилов узнала, что у Риомы есть собственный сундук. Они были удивлены, что Риома владеет продвинутой магией, а Элизе он понравился. Риома был рад своему решению и начал собирать вещи. Затем он попрощался со статуями богов, которых создал. На следующий день Риома был готов к путешествию, и семья Джамиль забрала его. Затем Себастьян использовал заклинание для перемещения в пространстве, и из портала появились две кареты с лошадьми. По дороге в следующий город, Гимель, семья Джамиль узнала, что Риома овладел всеми видами магии. Кроме того, Риома сказал, что он все еще может использовать алхимию. Семья Джамиль была впечатлена тем, что у Риомы столько редких талантов. Когда наступила ночь, карета внезапно остановилась, и Элиария упала в объятия Риомы. Они покраснели. Семья Джамиль узнала, что из-за землетрясения возникли проблемы. Риома предложил свою помощь и достал плащ, который сделал из слизней. Затем Риома посмотрел на проблему и создал барьер, который защищал их от дождя. После этого Риома использовал заклинание земли и превратил землю в кирпичи. Риома использовал своих слизней и смог решить проблему. Все были впечатлены, и они поблагодарили Риому, потому что были очень рады, что он отправился с ними в путешествие. Утром Риома прибыл в город Гимель, и это был его первый визит в новый город с тех пор, как он переродился в мире Сафа. Затем Риома пошел в церковь с семьей Джамиль. Они хотели узнать характеристики Риомы и сделать ему удостоверение личности. После этого Риому отвели в комнату, где он создал свое удостоверение с помощью кристалла. Риому призвали к богам, и они были счастливы снова поговорить с ним. Риома подумал, что снова умер, но боги объяснили ему, что к ним было призвано только его сознание, а тело осталось невредимым. Риома узнал, что он всегда может поговорить с богами в церкви. Затем боги похвалили Риому, потому что они были поражены тем, что он приручил всех новых слизней и смог создать неизвестных слизней, таких как чистильщик и мусорщик. Кроме того, Риома узнал, что предок семьи Джамиль тоже был с земли. Тогда это была молодая девушка. Боги отправили ее в Сейнфол, где она познакомилась с Сайнфолом, который приручал монстров. Они поженились и стали частью семьи Джамиль, поэтому тоже находятся под защитой богов, как и Риома. Кроме того, Риома узнал, что у Элиарии есть способности, похожие на способности ее земных предков. Риома был рад за свою подругу, что она такая талантливая. После этого боги сказали, что с земли пришло несколько человек. Однажды они отправили в этот мир Атаку, который хотел научиться сильной магии. Он был очень силен, но не смог преодолеть свои страхи из прошлой жизни и жил скучной жизнью. Боги были рады, что Риома не такой, как все, и пробует много нового. Риому похвалили и поблагодарили за то, что он их развлекает. Перед тем, как сознание Риомы вернулось в его тело, ему передали информацию о статусе, и он узнал все свои характеристики. Позже в поместье Джамиль Риоме посоветовали вступить в гильдию. Элисе сказала, чтобы он был осторожен и не позволял другим использовать себя. Причина была в том, что у Риомы были слишком сильные способности для его возраста. Однако Элиария хотела узнать, насколько Риома силен в магии. Элиария восхищалась тем, как хорошо Риома владеет магией. К сожалению, сама Элиария не была такой умелой, и Риома предложил ей вместе попрактиковаться в магии в свободное время. Элиария обрадовалась предложению Риомы потренироваться вместе. На следующий день Риома отправился в гильдию укротителей вместе с семьей Джамиль, а Элиария записалась в гильдию укротителей монстров. Но у Риомы возникла проблема, потому что ранг определяется силой монстра. Риома был укротителем слизи, и он не мог повысить свой ранг в гильдии из-за слабых слизней. Поэтому Рейнбах предложил Риоме вступить в гильдию искателей приключений, потому что это больше подходило Риоме. Однако, чтобы его приняли в гильдию искателей приключений, Риома должен был показать свои боевые навыки. На первом испытании Риома должен был попасть в разные мишени из лука. У Риомы не возникло проблем с этим,
и он легко поразил все мишени. Мастер гильдии и семья Джамиль были впечатлены высоким уровнем навыков Риомы. Затем Риоме нужно было попасть в движущиеся мишени из лука. Риома поразил все мишени, успешно прошел второе испытание. После того, как он поразил все мишени, на него напал мастер гильдии. Риома смог отразить атаку и прошел все испытания. После этого Риому зарегистрировали как искателя приключений, и он сразу же получил удостоверение авантюриста G-ранга. Затем ему объяснили, что для повышения ранга нужно выполнять задания. После этого Риома осмотрел гильдию и решил выбрать задание по уборке в качестве первого. На следующий день он встретил Мию. Она была очень рада, что Риома согласился помочь ей с мусором. Риома узнал, что мусорную свалку рядом с ее домом больше никто не убирает, а мусор попадает в дом Мии через дыру в стене. Риома призвал своих слизней-уборщиков и мусорщиков и приказал им съесть весь мусор. После того, как мусор был убран, Риома с помощью своих слизней-уборщиков почистил свалку. Он также починил стену мусорной свалки и дома Мии с помощью своих слизней-строителей. Риома быстро справился со своим первым заданием, и Мия была очень благодарна ему за помощь. Она расплакалась от радости и поблагодарила его. После этого Риома попрощался и отправился в гильдию за наградой. В гильдии Риома получил огромную награду и узнал, что Мия увеличила награду за его хорошую работу. Затем его позвал глава гильдии Варган. Он похвалил Риому, потому что до сих пор никому не удавалось очистить свалку. После этого Риоме дали особое задание, так как Морган спросил, может ли Риома очистить общественные туалеты. Риома узнал, что никто не берется за эту работу, потому что она исходит от городского правительства. Они очень жадные, и жители трущоб, которые обычно занимаются этой работой, отказываются. Причина в плохих условиях труда. Услышав о плохих условиях, Риома вспомнил свою старую работу. Риома согласился на задание и хотел помочь Варгану решить эту проблему. Кроме того, Риома должен был рассказать о плохих условиях семье Джамиля. Вечером Риома доложил семье Джамиля о своей работе. У Рейнхарда возникло подозрение, что кто-то из городских властей присваивает деньги, и он провел служебное расследование. Семья Джамиля немедленно согласилась помочь обитателям трущоб и подготовила контрмеры. На следующий день Рема стоял перед общественными туалетами и был шокирован неприятным запахом, исходившим от них. Затем Рема собрался и призвал своих слизняков. Затем он надел защитную одежду от зловония и начал спускаться в первую яму. Оттуда исходило отвратительное зловоние, и Рема немедленно приказал своим слизнякам-падальщикам съесть грязь. Затем Рема использовал свой навык мытья и продезинфицировал комнату. Реме быстро удалось очистить первую яму, и его слизняки-падальщики размножились из-за большого количества питательных веществ, которые они съели. После этого он просмотрел статистику своих слизняков и заметил, что в ямах присутствуют токсичные вещества. Рема сообщил о ядовитых миазмах в яме гильдмастеру и семье Джамиля. И Лиза и Илиария были обеспокоены тем, что Рема вдохнул немного ядовитого вещества. Рема был рад их заботе и заверил их, что он здоров. Затем Морган и семья Джамиля захотели, чтобы Рема отменил миссию из-за опасных веществ в шахтах. Рема хотел продолжить, потому что туалеты представляют опасность для жителей города. Семья Джамиля пыталась отговорить Рему от опасной работы, поэтому Рема продемонстрировал свою высокую устойчивость к ядам, которой он обладал. В результате семья Джамиля приняла его решение продолжить выполнение задания. На следующее утро гильдмастер Варган отправил еще больше искателей приключений на помощь Реме. Так что Рема занялся очисткой ям, в то время как искатели приключений охраняли входы в ямы, чтобы никто не заболел от ядовитых веществ. Риома все быстрее и быстрее очищал ямы, потому что слизней становилось все больше, и, объединяясь в стаи, они могли превратиться в короля слизней. Пока Риома занимался уборкой, и Лиза и Илиария каждый день приносили ему зелье и обед. Риома усердно работал, и другие искатели приключений удивлялись, насколько он трудолюбив. Через 3 дня Риома закончил уборку и смог удалить все ядовитые вещества. После этого Мия очень гордилась Риомой, ведь он справился со всем. Риома сразу же отправился к мастеру Варгану, чтобы отчитаться о выполненном задании. Вернувшись домой, Риома вспомнил, как мама встречала его каждое утро. Когда она умерла, Риома очень горевал, потому что больше никто не встречал его с радостью. Но вот он открыл дверь, а Илиария и остальные ждали его возвращения. Риома был счастлив, что обрел любящую семью, и заплакал. Он поблагодарил семью Джамиля за то, что они приняли его. В этот момент он вспомнил теплое чувство в своем сердце, которое всегда испытывал рядом с мамой. Риома лег спать и наконец-то смог отдохнуть и восстановить силы.
На следующий день Элиария приготовила завтрак. Она хотела порадовать Риому. Мама и слуги помогли ей удивить его. Риома поблагодарил за вкусный завтрак. Он попробовал приготовленную Элиарией еду и случайно сказал глупость, о которой сразу же пожалел. После завтрака Риому и семью Джамиля видели на горе за пределами Гимеля. Риома хотел научить Элиарию пользоваться магией. После этого Риома соединил два разных заклинания и сотворил огненную магию, которая красиво искрилась. Элиария была впечатлена. Затем Риома показал ей, как использовать магию воды. Он создал пузыри, которые летали вокруг них, и Элиария захотела научиться этому заклинанию. После этого Элиарии тоже удалось создать мыльные пузыри. К сожалению, они тут же лопались. Риома дал ей совет, и она попробовала его применить. Элиария снова попробовала заклинание, и теперь у нее тоже получались мыльные пузыри. Затем Риома показал еще одно заклинание и создал большой мыльный пузырь, который не лопнул. Все были поражены этим пузырем и с удовольствием играли с ним. Затем Риома захотел показать Элиарии еще несколько применений магии. Он наполнил пузырь водой и смог придать ему форму разных животных, например, рыбы, которая плавала в небе. Элиария поблагодарила Риому за его замечательные идеи. Затем она попрактиковалась в использовании новых заклинаний. После этого мы видим, как Риома учится новым заклинаниям у мага Камилы. Он создал огненные стрелы с помощью магии и легко выучил заклинание огненной стрелы. Затем он выучил другие мощные заклинания и смог освоить их все всего за один день. Ему было очень весело учиться. Риома выучил много заклинаний, и Камила была поражена, что он смог освоить их так быстро. Затем появился Себастьян. Он хотел научить Риому космической магии. Себастьян узнал, что Риома может использовать магию телепортации. В итоге Себастьян увидел в Риоме большой потенциал и решил сначала научить его заклинанию телепортации. Затем Риома выучил у Себастьяна еще несколько заклинаний. Однако Себастьян смог научить его множеству полезных заклинаний, таких как пространственный дом или сумка для предметов. Риома тренировался до вечера и смог освоить все заклинания, которым его научил Себастьян. Вечером Себастьян гордился успехами Риомы и поздравил его. После этого Риома и Себастьян использовали телепортацию и вернулись к остальным. На следующий день Риома и семья Джамилов отправились в заброшенную шахту на севере. Причина была в том, что Элиарии нужно было набраться боевого опыта, потому что в будущем ей, как дворянке, возможно, придется сражаться с монстрами или бандитами. Кроме того, Риома узнал, что после путешествия Элиарии придется ходить в школу. Когда они добрались до шахты, Риома призвал всех своих слаймов из пространственного дома, и они отправились сражаться с монстрами в шахте. Рыцари семьи Джамилов предупредили Риому и Элиарию, что в шахте есть ловушки, поэтому они должны идти позади них. Затем они увидели первого монстра. Это был гигантский богомол. Хьюз пожелал Элиарии удачи в бою, и она попыталась победить монстра ледяными стрелами. Все беспокоились за нее, но Элиария смогла победить своего первого монстра. Когда они продолжили путь, появились еще 4 монстра, и Риоме разрешили тоже сражаться. Он использовал 2 коротких меча и атаковал монстров. Риома продемонстрировал свои навыки и с легкостью победил сразу 4 монстров. Элиария была впечатлена, а остальные уже поняли, что Риома силен и в ближнем бою. Когда они собирались возвращаться, Элиария заметила металлического слайма. Она хотела поймать его и использовала магию льда, чтобы остановить слайма, который пытался убежать. Затем Элиария взяла металлическую слизь на руки и хотела подарить ее Риоме. Риома был рад и поблагодарил Элиарию за новую слизь. После этого он посмотрел на своих слизней и решил покормить металлического. Он использовал свои алхимические навыки и превратил ржавчину на земле в высококачественный металл. Все были поражены алхимическими способностями Риомы и не могли поверить, что он может создавать высококачественный металл из красного песка. Вечером Райнбах представил Риому торговцу Сержу Моргану. Риома показал ему свой высококачественный металл. Серж был впечатлен продукцией Риомы и захотел помочь ему продавать товары. Затем Риома спросил, может ли Серж сохранить его личность в секрете. Семья Джамилей объяснила, что если кто-то узнает, что высококачественные товары были созданы маленьким мальчиком, это может вызвать много проблем. После этого Райнхард сказал, что вся прибыль должна достаться Риоме. Риома был удивлен, и семья Джамилей согласилась отдать ему все деньги. Риома был счастлив и с нетерпением ждал сотрудничества с Сержем. На следующий день всех искателей приключений вызвали в гильдию, и глава гильдии сообщил, что в шахтах были обнаружены сильные монстры. Он хотел, чтобы все помогли уничтожить монстров. На следующий день Риома посмотрел на способности своего слизня, и Элиария спросила, что он делает.
Риома хотел узнать, что не нравится его металлической слизи, и выяснил, что она боится кислоты. Затем его слизь превратилась в шар, и пока они играли, другие искатели приключений захотели его поймать. Поэтому Риома тут же отправил своих слизней обратно в свой мир. Элиария сказала ему, чтобы он был осторожен во время задания. После этого Риома и остальные искатели приключений отправились в шахту Гимул. Они увидели два разных пути и разделились на две группы, чтобы уничтожить всех монстров в шахте. Когда они спустились глубже, Мия спросила, сколько слизней приручил Риома. Он ответил, что уже приручил больше 4. Остальные искатели приключений не могли поверить, что Риома может управлять таким количеством слизней, и были впечатлены им. Затем они столкнулись с монстрами, и группа Риомы приготовилась к бою. Они легко победили монстров. Внезапно они заметили еще больше монстров. Риома предложил атаковать летучих мышей с помощью заклинания звуковой бомбы. Риома призвал заклинание, которое атаковало монстров звуковыми волнами. В результате Риома смог победить всех монстров всего одной атакой, и они нашли гору, полную мертвых летучих мышей. Затем Риома призвал своих слизней Прилипал и приказал им съесть летучих мышей. После того, как слизни Риомы уничтожили всех летучих мышей, они решили вернуться из шахты. Внезапно они узнали, что в шахте появились сильные гоблины, которые ранили вторую группу искателей приключений. У мастера гильдии был план. Он хотел, чтобы все искатели приключений окружили гоблинов. Затем искатели приключений вернулись в шахту и заманили опасных гоблинов. Мия смогла заманить гоблинов в ловушку Риомы. Гоблины растворились в кислоте, а выживших Риома победил с помощью магии и отравленных дротиков. Тем временем другие искатели приключений были в шахте и сражались с гоблинами. Риома и его команда победили многих гоблинов, но заметили, что у них заканчиваются стрелы, и что гоблинов становится все больше. Риома попытался придумать план, но, к сожалению, число раненых продолжало расти. Через некоторое время гоблины одержали верх, и Риома решил победить всех гоблинов с помощью своих слаймов. Риома призвал 4 слаймов, и они окружили сильных гоблинов. Затем он использовал заклинание звуковой бомбы и смог обездвижить всех гоблинов. Затем он приказал своим слаймам сражаться с гоблинами. Риома смог победить многих гоблинов и дал искателям приключений шанс на победу. Мастер Варган приказал всем поддержать Риому, и они были полны решимости победить гоблинов. В итоге Риома и его слаймы смогли убить гоблинов. Когда они уже собирались праздновать победу, появился лидер гоблинов. Гигантские гоблины прятались, а с командиром гоблинов были хок-гоблины в качестве подкрепления. Риома немедленно приказал своим слаймам атаковать, и они победили всех сильных гоблинов. После битвы слаймы растворили останки гоблинов, и Риома попросил всех встать вокруг него. Затем Риома призвал своих чистящих слаймов, и они съели грязь, которую оставили гоблины. Риома узнал, что грязь гоблинов трудно очистить, и Мия похвалила его. Когда Риома вышел на улицу, он узнал от исследователя монстров Лапина, что его слаймы эволюционировали. Риома узнал, что его исцеляющие слаймы теперь могут использовать высокие каблуки. После этого пришли все искатели приключений и поблагодарили Риому за его помощь сегодня. Рема был счастлив, и они смогли успешно завершить свою миссию. На обратном пути другие искатели приключений узнали, что целебные слизняки пьют только воду и используют фотосинтез для получения питательных веществ. Они также узнали, что целебные слизняки очень слабы. Все говорили, что были удивлены тем, насколько силен Рема со своими слизняками, и все они восхищаются им. Когда наступила ночь, Рема захотел сменить Джеффа. Он еще не устал, и Рема составил ему компанию. Джефф сказал, что Рема может отдохнуть с другими искателями приключений. Следуя за ним, Рема вспомнил, как он был один в лесу, и был рад познакомиться с семьей Джамиля. Также благодаря им он смог познакомиться со столькими замечательными людьми. Когда Рему отвезли домой, Мия подбодрила его и предложила открыть собственную прачечную. Затем Рема рассказал семье Джамиля о своей успешной миссии в шахте. Они были удивлены, узнав, что в шахте было 2000 гоблинов. Тогда Рема тоже захотел поговорить с ними. Поэтому он рассказал им о своем желании открыть собственное дело по стирке белья. Итак, Элиария была ошеломлена решением Ремы стать независимым, и она захотела узнать причину его решения открыть прачечную. Однако Рема сказал, что он благодарен за любовь семьи. Он ответил, что не хочет, чтобы его и дальше баловали, потому что не хочет причинять никаких неудобств семье Джамиля. Элиария была очень опечалена его решением. Но Элиза понимала, что Рема тоже хочет повзрослеть. Так что Элиза приняла решение Ремы, но сказала, что ему всего 11 лет и ему не о чем беспокоиться, потому что все в их семье любят его. Затем Райнхард и Райнбах сказали, что они уже чувствуют, что он хочет работать на себя,
потому что сказала, что они позволят ему стать лучшим в своем деле. Они поставили условие, что Риома должен регулярно писать семье Джамилов, и Элиария тоже поставила условие. Она сказала, что они не будут видеться 3 года, потому что ей нужно учиться в Академии магии. Риома должен был сдержать обещание и проводить с ней много времени, когда у нее будут каникулы. В итоге Риома сказал, что не забудет о своем обещании. После этого разговора Элиза сказала, что пока их семья не уедет из города, Риома летит с Лемаин вместе с семьей Джамилов. После этого Райнхард спросил, что Риома планирует делать со своим бизнесом. Риома ответил, что хочет продолжать выполнять задания в качестве искателя приключений и что он планирует открыть прачечную со своими слизняками-чистильщиками. Тогда служанки сказали, что слизни-чистильщики Риомы могут удалить любые пятна и творят настоящие чудеса. Райнбах хотел поддержать Риому и решил попросить помощи у торговца Сержа, а также дать ему совет. Неожиданно Райнхард попросил его об одолжении. Он хотел, чтобы Риома время от времени проверял шахты, чтобы там больше не селились монстры. На следующий день Риома пришел к Сержу и попросил совета, как открыть прачечную. Серж был впечатлен его слизняками-чистильщиками и увидел светлое будущее для бизнеса Риомы. Серж порекомендовал Риоме зарегистрироваться в торговой гильдии, которая могла бы его поддержать. Затем Серж захотел покрывать свой первый бизнес и добавил, что Риома всегда может обратиться к нему за помощью, если возникнут вопросы. После этого Риома встретился с главой торговой гильдии Галеей. Затем Галея узнала о бизнес-плане Риомы, и ей понравилась его идея о Риоме бланки для регистрации. Также она показала Риоме место, где можно недорого построить магазин. Позже мы видим, как Риома удивлен, что нашел идеальное место для своего магазина. Он рассказал Элиарии о своем решении, и Серж предложил ему за небольшую плату заняться оформлением документов. Кроме того, Серж посоветовал Риоме нанять сотрудников для своего магазина. Неожиданно Серж сказал Риоме, что у него недостаточно знаний для ведения бизнеса. В итоге Серж решил познакомить его с опытными менеджерами, которые могли бы помочь ему с бизнесом. В последующие дни Риома начал строительные работы, положил фундамент своей прачечной. Риоме удалось открыть прачечную за короткое время, и рыцари из семьи Джамилов помогли ему. Они сказали, что Риома может в любое время обратиться к ним за помощью. На следующий день пришли Мия и другие искатели приключений. Они нарисовали на стене портрет Риомы. Мия сказала, что гордится Риомой, а искатели приключений были рады, что у Риомы открылась прачечная. Затем Валана сказала, что они все будут постоянными клиентами его прачечной, и Риома заранее поблагодарил их. Через несколько дней его прачечная была готова, и он назвал ее «Бамбуковый лес», потому что знал, что это его любимое название для лучшего города. Затем Элиария сказала, что Риома может посадить цветы, чтобы дели клумбу. После этого Элиария забеспокоилась, что Риома слишком много работает. Риома ответил, что он привык много работать и не возражает. Затем Риома сказал, что раньше он делал кукол и хотел подарить ей самодельную куклу в будущем. Риома хотел устроить вечеринку, чтобы поблагодарить всех своих друзей, которые ему так помогли. Вдруг Риома решил пойти в церковь. Он пошел в церковь, и его душа перенеслась в царство богов. Кфо поприветствовал Риому, и он заметил, что других богов там нет. Кфо сказал, что Лулусия ходит по магазинам на земле, а Гейн наслаждается концертом айдолов. Риома удивился, и Куфорос и поблагодарил его за совет. После этого Риома пошел домой и уже с нетерпением ждал вечеринки. На следующий день Риома пригласил всех своих друзей на вечеринку, и все с нетерпением ждали этого. Затем мы видим Сержа, он ехал в карете с 2 людьми. Он хотел познакомить их с Риомой. Тем временем Риома и Элиария готовили еду с помощью горничной Ариани и Лилии. Они приготовили вкусную еду для вечеринки. Затем Элиария сказала, что Серж приехал в свою прачечную с работниками. Близнецы были удивлены, что владелец магазина мальчик 11 лет. Серж ответил, что Риома уже очень взрослый для своего возраста. Затем появился Риома, и Серж поздравил его с окончанием работы в прачечной. После этого Риома познакомился с близнецами Карлой и Калумом. Серж сказал, что близнецы тоже очень молоды, но у них уже есть большой опыт, который принесет ему много преимуществ. Риома хотел показать им, как работает его прачечная, поэтому он сказал, что грязное белье упаковывается в мешки, а клиент получает чек. Затем мешки с грязным бельем в комнате чистят слизни-уборщики. Близнецы захотели посмотреть на слизней-уборщиков, и Риома показал их. Слизни работали, и близнецы были удивлены, увидев так много слизней. Риома сказал, что слизни могут убрать любую грязь, и нужно только проверить результат в конце процесса. Они сразу поняли, как работает его прачечная. В результате Риома заметил, что у них уже есть большой опыт в этой сфере. Затем Риома показал им, где находятся рабочие помещения, и они увидели общежитие для сотрудников. Он предложил им выбрать комнату. Вдруг появились Мии и другие друзья-авантюристы. Вечеринка началась, и им подали вкусную еду, приготовленную Риомой. Затем Риома захотел произнести речь, но нервничал.
После этого он начал говорить, и Мия гордилась тем, что Риома такой взрослый. Затем он поблагодарил своих друзей за то, что они пришли к нему в магазин, и пожелал всем хорошо провести время на вечеринке. Морган и Галесса разговаривали друг с другом, и Галесса сказала, что у Риомы большое будущее с его прачечной. Тем временем Карла и Калум работали и были впечатлены Риомой. Затем Риома спросил, понравилась ли семье Джамиля его еда. Риома боялся, что семья Джамиля дворяне. Рейнхард сказал, что дорогая еда не всегда означает, что она вкуснее. Затем мы видим Мию и Джеффа, им очень понравились блюда Риомы. Появился Илиария с десертом, и все были счастливы, что он приготовил пирог. Когда вечеринка закончилась, Риома поблагодарил близнецов за помощь. Он боялся, что Карла и Калум не захотят работать на маленького мальчика. Но они сказали, что с удовольствием будут работать с Риомой. Они видели, какой он добрый и доверчивый, и хотели многому у него научиться. Риома был рад работать с близнецами Карлой и Калумом. Позже Риома сказал, что они подумали, что он дворянин, потому что он живет в особняке семьи Джамиль. Тогда Риома объяснил им, что они ошиблись, и сказал, что он обычный искатель приключений. На следующее утро у Риомы начался первый рабочий день. Кэллум и Карла пришли к нему. Они вместе с Риомой и Илиарией занимались магазином. Потом Риома решил сходить в гильдию и сообщить, что его прачечная открылась. Илиария тоже ушла, у нее были занятия по магии, и она попрощалась с Риомой. Затем мы видим Риому в гильдии, и искатели приключений уже знают, что его прачечная открылась. Они хотели зайти в прачечную Риомы по дороге домой, но искатели приключений отправились на работу, и Риома тоже принял задание. Мелян пожелал ему удачи. Днем он отправился в подземелье Гимель и победил всех монстров. Тем временем его слизни собирали травы для задания. Когда Риома закончил задание, он увидел много клиентов. Риома сразу же телепортировался в прачечную, и клиенты остались довольны его обслуживанием. Однако слизни Риомы постирали одежду клиентов, и к вечеру все остались довольны. Вдруг Риома заметил, что близнецы не отдыхали весь день. Риома хотел нанять новых работников и решил стать хорошим работодателем. Поэтому он составил план по улучшению условий труда. Затем Риома отправился в торговую гильдию. Галесса уже знала, что его бизнес будет успешным, и взяла на себя заботу о найме новых работников. После этого семья Джамиль узнала, что у него был отличный рабочий день, и они порадовались за Риому. После разговора с Илиарией Риома захотел лечь спать, и она пожелала ему спокойной ночи. Но потом он вспомнил свою прошлую жизнь офисного работника и порадовался, что теперь живет такой спокойной жизнью. На следующий день в прачечной Риомы было много довольных клиентов. Женщины были в шоке, что все пятна отстирались, и Риома сказал двум менеджерам, что собирается в торговую гильдию. Риома посетил главу гильдии Гейлзу, и она хотела представить его квалифицированным кандидатам. Затем Риома встретился с множеством кандидатов, и они были шокированы, что Риома маленький мальчик. Риома сказал им, что он владелец прачечной «Бамбуковый лес». Он также сказал, что использует слизней для стирки, и те, кто не хочет работать с ним, могут отказаться от предложения. Многим соискателям не хотелось работать на маленького мальчика, и слизни-монстры их тоже не впечатлили. В итоге большинство из них ушли, и двое согласились работать с Риомой. Так представились Фей и его дочь Лилин. Затем Фей показал свою раненую ногу и спросил, может ли он работать в прачечной Риомы, несмотря на сломанную ногу. Риома не возражал и спросил, могут ли его слизни-пятновыводители вылечить ногу Фея. Затем Риома сказал, что у них есть общежитие для работников, и добавил, что они необычные люди. Неожиданно Риома спросил, почему у них с собой оружие. Фей сказал, что раньше они были наемными убийцами, но решили изменить свою жизнь. Гейлза знала об их прошлом и заверила Риому, что они оба очень хорошие люди. Лилин рассказала, что у них больше нет работы, потому что их хозяин проиграл войну. Они работали на шахте, но отец Лилин сломал ногу, и они тоже больше не могли там работать. Тогда Риома нанял их, и они были очень благодарны ему за это. Потом Риома спросил, не могли бы они присмотреть за его прачечной. После этого Риома показал новым сотрудникам свой магазин. Им очень понравился магазин, и они с нетерпением ждали начала работы. Затем Риома познакомил новых сотрудников, Феи и Лилин, с близнецами-менеджерами. Они узнали друг друга получше и с нетерпением ждали начала работы. Потом они узнали, как проходит рабочий день, и Лилин удивилась количеству слизней. Так закончился первый день для новых сотрудников, а на второй день у Риомы снова было много клиентов. После этого Карла и Калум должны были заняться финансами прачечной, а Риома хотел вылечить ногу Фэй.
Они пошли за Риомой в соседнюю комнату, и он призвал своих слизней из своего пространственного дома. Но сломанную ногу Фэй вылечил один из слизней Риомы. После этого Фэй была рада, что снова может ходить, и Лилин тоже была счастлива. Они поблагодарили Риому за лечение, потому что обычное лечение обошлось бы им слишком дорого. Риома узнал о плохих условиях труда в их стране, и они были рады, что встретили такого хорошего парня, как Риома. Позже Риома показал им их новый дом, и они были очень довольны своими комнатами. К концу дня Риома был удивлен доходами, и менеджеры-близнецы сказали, что его бизнес процветает. Они хотели убедить Риому открыть филиалы в других городах. Поэтому Риома решил прислушаться к их совету и открыть второй магазин. Затем Риома повысил зарплату Лилин и Фей за дополнительную работу, и они были очень благодарны ему. На следующий день Риома снова пришел в свою прачечную, и Элиария хотела помочь ему с делами, но ей нужно было собираться в школу. Мы видим, как работники прачечной и слаймы усердно трудятся вместе. Тем временем Риома приготовил пиццу и угощал своих работников во время перерывов. Они были рады вкусной еде и благодарили его. После этого мы видим, как Мия и другие искатели приключений радуются, что их одежду сразу же почистили слаймы-уборщики Риомы. На третий рабочий день вечером доход Риомы снова удвоился. Он понял, что у него появилось много новых клиентов. Тогда Риома решил нанять больше сотрудников для поддержки. Он также хотел нанять повара для сотрудников в качестве награды за их труд. Все сотрудники хвалили Риому за то, что он отличный босс. После этого Риома пошел в гильдию торговцев. Он сказал Гоа, что ему нужно больше сотрудников и повар. Гоа был поражен, что Риома создал такие хорошие условия для работы. На следующий день Риома встретил 3 женщин, и они были впечатлены тем, что у него такой успешный бизнес в таком молодом возрасте. Затем он познакомился с поваром Сельмой и с нетерпением ждал их совместной работы в будущем. Вдруг Джейлеса посоветовала ему открыть еще одну прачечную. В последующие дни новые сотрудники познакомились со своим распорядком дня, а Риома привык к ведению собственного бизнеса. Риома стал успешным предпринимателем и подумывал об открытии еще одного магазина. Тем временем семья Джамиль наблюдала, как усердно работает Риома, и очень гордилась им за то, что он самостоятельно управляет прачечной. На следующий день Риома навестил своего друга-торговца Сержа. Он поздравил Риому с успешным первым бизнесом. Затем он спросил, может ли Риома производить водонепроницаемую одежду в дополнение к своим замечательным товарам, которые он всегда создает. Серж сказал, что скоро начнется сезон лягушек Грел. В результате он хотел поддержать искателя приключений. Поэтому Риоме было поручено создать водонепроницаемую одежду, и Риома ответил, что он может сделать целую кучу такой одежды. Затем мы видим Элиарию в спальне Риомы. Риома кормил обычную слизь. Элиария узнала, что Риома пытается создать новую металлическую слизь, скармливая ее им. Кроме того, Риома сказал, что хочет создать водонепроницаемую одежду в заброшенной шахте. Элиария захотела пойти с ним в заброшенную шахту. Затем она достала скрипку, и Риома узнал, что чтобы приручить птиц лемур, нужно сыграть для них концерт. Если птицам понравится музыка, их будет легче приручить. Затем Элиария сыграла красивую мелодию на скрипке. Риома и его слизь наслаждались музыкой Элиарии. Затем Риома с помощью своих слизей создал водонепроницаемую одежду. Через некоторое время она была готова, и ее нужно было высушить. Поэтому Риома решил сделать куклу для Элиарии. Затем Риома использовал свою магию и вылепил из глины куклу. Риома сделал куклу, похожую на Элиарию. Она была рада подарку Риомы. Когда они вернулись домой, Риома показал ей целую коллекцию своих кукол, похожих на членов семьи Джамиля и их друзей. Все были поражены талантом Риомы, а родители Элиарии посоветовали ей взять кукол с собой в новую школу в качестве талисмана. Элиарии понравилась эта идея, и она захотела еще одну куклу, похожую на Риому. На следующее утро Риома был в прачечной, и у него было много клиентов. Затем он вернулся в шахту Гимель, чтобы сделать еще несколько непромокаемых комбинезонов. Потом он решил научить своих слаймов боевым приемам. Так слаймы научились сражаться, и он тренировался с огромным слаймом-королем. Он также проверял силу своих слаймов. Позже один из них внезапно эволюционировал, и это был не Пикачу, а железный слайм. Риома понял, почему он эволюционировал именно в железного слайма. Затем он проанализировал железные пески и понял, почему не превратился в металлического слайма. Вечером мы видим Риому в прачечной, и к нему подходит Фина.
Она говорит, что его слаймы-уборщики действительно хороши. Внезапно их стало больше, и она удивилась. После этого работники решили показать Рёме, сколько он заработал. Выручка Рёмы утроилась по сравнению со вчерашним днем. Близнецы Карла и Калум сообщили, что многие компании рекомендовали его прачечную. Другие сотрудники тоже сказали, что всем клиентам понравилась его уборка, и Рёма поблагодарил их за хорошую работу. Затем Рёма спросил, нравится ли им работать в бамбуковом лесу. Все согласились, что Рёма отличный босс, и Рёма заметил, что забыл дать своим сотрудникам выходной. Он боялся, что его работники будут перерабатывать. В итоге Рёма извинился, но работники не понимали, за что он извиняется. Они обрадовались выходным, потому что многие работодатели в мире злые и только эксплуатируют своих работников. Девушки также сказали, что некоторые руководители компаний домогаются женщин. Риома был шокирован, что в мире есть плохие работодатели, и он хотел хорошо относиться к своим работникам. На следующий день Риома зашел в гильдию искателей приключений, и Миллион поздравил его с успехом в прачечной. Но Риома узнал, что группа искателей приключений из другого города поймала редкую слизь. Они хотели продать ее, но никто не заинтересовался покупкой. Миллион рассказал Риоме, где они находятся. Он нашел их в баре, где они пытались забыть о своих проблемах с помощью алкоголя. Риома представился, и один из искателей приключений был в плохом настроении. Риома знал об их проблеме, и пьяный искатель приключений подумал, что Риома смотрит на него свысока. Он сразу же захотел напасть на Риому. Но вдруг он заплакал, потому что они приехали в Гимель из далекого города и не смогли продать слизь. Шин, лидер группы, извинился перед Риомой за грубость своего друга. Риома сказал, что хотел бы купить редкую слизь, потому что он укротитель слизи. Шин согласился продать слизь, и Риома сам назначил цену. Но Риома увидел, что эта редкая слизь отличается от тех, что он приручал раньше. Риома заинтересовался, и искатели приключений обрадовались этой новости. После этого Риома заплатил много денег, и Кай хотел спросить, не слишком ли это дорого, 2 золотые монеты за слизь. Тогда Риома сказал Шин и Каю, что они смогут заработать, ловя лягушек-грёль. Риома был лучшим в этом деле и сказал, что у него есть прачечная. Он предложил им зайти к нему, если им интересно. После этого Риома телепортировался ко входу в шахту Гимель и посмотрел на способности своей новой слизи. Теперь у него была кровавая слизь, которая хорошо высасывала кровь, так что он мог высасывать кровь из мертвых монстров. Риома был доволен своей новой слизью. После этого он спокойно провел несколько дней в своей прачечной и сделал еще одну куклу для Элиарии, похожую на него. Затем мы видим богов, которые наблюдали за Риомой в божественном царстве, и они были очень рады, что он наслаждается своей новой жизнью в другом мире. Внезапно Гейн подавился своим чаем с пузырьками. Через некоторое время Риома посмотрел в книгу о лягушках-грёль. Элиария сказала, что ее семья хочет научить ее новым навыкам приручения монстров завтра, и предложила Риоме пойти с ней. В результате Риома был рад узнать больше о приручении монстров вместе с Элиарией. На следующий день возле шахты Гимель семья Джамиль решила научить 2 детей новым навыкам приручения монстров. Затем Элиза спросила, что они знают о приручении монстров. Элиария ответила, что с помощью навыков приручения монстров они могут заимствовать силы прирученных монстров. Также они могут общаться с монстрами с помощью магии. Затем Элиза сказала, что хочет научить их магии, которая позволяет делиться чувствами монстров. После того, как Риома научился использовать общее ощущение от заклинания, он понял, что может заранее распознавать опасность. Затем Райнхард сказал, что это заклинание очень сложное и что им нужно потренироваться с птицами-фамильярами. Элиария захотела потренироваться со слизнями, но ей сказали, что слизни не подходят, потому что они не могут чувствовать вкус, видеть или слышать. Они сразу же приручили 2 птиц, и им обоим удалось приручить монстров-птиц. Затем Риома и Элиария попытались почувствовать связь между птицами. Риома сосредоточился и сразу же смог поделиться своими ощущениями с прирученной птицей. Риома сказал, что это было странно, и Райнхард дал ему совет. После этого Риома стал лучше использовать этот навык, а Элиария тоже смогла поделиться своими ощущениями с птицами. Они быстро научились, и взрослые были впечатлены тем, что Риома и Элиария так легко освоили эти навыки. Риома быстро привык к этому странному ощущению, потому что в прошлой жизни у него была VR-гарнитура. Затем Элиси спросила, впервые ли он приручает новый вид монстров. Тогда он узнал, что никто не может приручить все виды монстров.
Каждый может приручить только тех монстров, которые ему подходят. Риома понял, что он смог приручить так много слизней, потому что у него есть к ним склонность. Затем Райнбах сказал, что каждый укротитель монстров должен сам выяснить, какие монстры ему подходят. Затем Риома узнал, что Райнбаху удается приручать монстров со чешуей. Затем Райнхард сказал ему, что он не может заключать контракты с монстрами-птицами. После этого Элиси раскрыла свой тип монстра и призвала Фенрира. Рёма думал, что Фенрир его враг, но недоразумение разрешилось. Кроме того, Элиза сказала ему, что может приручать монстров, похожих на волков. Рёма был впечатлен Элизой и не мог поверить, что она приручила еще 20 Фенриров. У нее также было еще 100 монстров, похожих на волков. Рейнхард сказал, что его жена очень талантлива, потому что Фенриров очень трудно приручить. Затем Рейнхард сказал, что раньше чувствовал себя неполноценным, потому что был обычным по сравнению со своим отцом и Элизой. Его отец рассмеялся, потому что вместо этого он стал хорошим мечником, и Рёма был восхищен семьей Джамилей. Затем Элиария спросила, о чем думает Рёма. Внезапно Элиза сказала, что Рейнбах гораздо более впечатляющий, потому что он приручил группу драконов. Так Рёма узнал, что половина его прирученных монстров – драконы. Рейнбах сказал, что ему просто повезло, и его первым монстром был вожак драконов. В итоге он смог приручить всю группу, но редко может их вызывать, потому что они слишком сильные. Затем Рёма узнал, что его дракон живет в горах и защищает людей от опасностей. Элиза сказала, что ее Фенрир живет в лесу, а Рейнхард объяснил Рёме, что сильным монстрам трудно найти подходящее место для жизни. Через несколько дней мы видим, как Рёма шьет водонепроницаемую одежду и отправляет ее Сержу. После этого он пошел в гильдию искателей приключений, и его друзья с нетерпением ждали сезона лягушек-грёль. Они сказали, что могут использовать материалы монстров для создания ценных лекарств и снаряжения. Затем они задали Рёме вопрос, потому что хотели узнать о его рабочей одежде. Ваана и Мазелия не хотели испачкать свою одежду, поэтому Риома сказал, что в магазине Моргана продается рабочая одежда. Его друзья поблагодарили Риому за информацию и сразу решили пойти к Сержу за рабочей одеждой. Вечером он узнал, что семья Джамиля хочет отправиться на озеро послезавтра, потому что Элиария хочет приручить птицу лемура. После этого Риома тоже поиграл на гитаре. Он хотел попытать счастье на концерте, поэтому с нетерпением ждал поездки на озеро. Внезапно он понял, что после поездки Элиарии нужно будет идти в школу, и ему стало немного грустно. Через 2 дня Риома и семья Джамиля отправились на озеро. Элиария устала, и она была впечатлена тем, что у Риомы столько энергии. Рыцарь сказал, что Элиария тоже держится молодцом, а Риома просто особенный. Затем Риома встретил Шина и его группу искателей приключений. Риома хотел поговорить с ними еще немного, и Шин поблагодарил его. Внезапно искатель приключений извинился, потому что ему было стыдно, что он побеспокоил Риому, когда тот был пьян. Он также поблагодарил Риому за совет, как заработать на лягушках-грёль. Риома был счастлив, и Шин с его группой захотели зайти к нему в прачечную после своих приключений. Затем он побежал к озеру, и они смотрели, как красивые птицы-лемуры летают в небе. Птицы гонялись за лягушками, и Риома тоже увидел своих друзей. Они тоже приложили много усилий, чтобы поймать лягушек-грёль и заработать на этом. После этого Райнхард увидел, как кто-то пытается приручить птицу лиму. Странный парень очень плохо играл на флейте, и Риома захотел узнать, насколько важна хорошая музыка. Так Риома узнал, что если концерт плохой, птицы начинают недовольно кричать. Птицам не понравилась музыка, и мужчина разозлился и попытался напасть на них. Птицы-лемуры защищались ветряными лезвиями, и авантюрист убежал. Птицы-лемуры преследовали его и пытались убить. Риома успел вовремя создать стену. Внезапно птицы-лемуры закричали, и все они почувствовали сильную боль. На Риому не подействовала сильная магия, и он понял, что это сделала одна единственная птица-лемур. Тогда Риома использовал свою магию, чтобы изолировать эту особенную птицу, и ему удалось сдержать шум в комнате. Птицы улетели, а Райнхард приказал Камилле помочь раненым авантюристам. После этого они поблагодарили Риому за спасение, и Риома захотел узнать, что произошло. Райнбах объяснил, что изгнанная птица была могущественным кошмаром-лемуром. Эта птица очень редкая, и она тоже может использовать темную магию. Риома был в ужасе от того, что так много людей было тяжело ранено, и вспомнил, что боги дали ему высокую сопротивляемость. Поэтому Риома не пострадал от атаки. После этого всем авантюристам оказали медицинскую помощь, но, к сожалению, все птицы-лемуры исчезли. Элиария хотела поймать птицу-лемура и решила подождать, пока они вернутся. Затем мы видим работников прачечной Риомы. Они работали и ждали ужина. Тем временем Лилин похвалила слизней-уборщиков за хорошую работу, а близнецы занялись стиркой. Затем мы видим, как Риома с Элиарией ждут возвращения птиц-лемуров.
Вдруг она сказала, что скоро они больше не смогут видеться. Риома не знал, что ответить на ее грустные слова. Тогда он попытался ее подбодрить, но ее мама поддержала их разговор. Элиария снова повеселела и захотела, чтобы Риома написал ей много писем. Вдруг появился резмастер Хьюз. Он посоветовал Риоме завоевать сердце Элиарии. Риома был еще неопытен в общении с девушками, а Рейнхард хотел защитить свою дочь. Тем временем Хьюз подразнил Риому, поцеловав дерево. В итоге Риома вырубил его за то, что тот его дразнил. Элиария услышала их разговор и покраснела. Затем вернулись птицы-лемуры, и Риома хотел уйти, чтобы не пугать их, но Элиария попросила его остаться, потому что его присутствие придавало ей смелости. Элиария начала свой концерт для множества птиц-лемуров. Она играла красивую музыку, и птицам нравилась ее расслабляющая мелодия. Все были очарованы ее музыкой, которую она сочинила сама, и наслаждались прекрасной мелодией вместе. Затем птицы-лемуры подошли к Элиарии, и Риома пожелал ей удачи в приручении их всех. В итоге Элиарии удалось приручить группу птиц-лемуров, и она была очень счастлива. Затем Риома тоже захотел попробовать приручить несколько птиц-лемуров с помощью своей гитары. Он играл для птиц-лемуров, и они внимательно слушали. Риома был в ударе, и Хьюзу пришлось плакать от его прекрасной мелодии. Затем подошла группа птиц Лима, и им тоже понравилась музыка Риомы. Однако Риома смог приручить и птиц Лима, и был рад своим новым друзьям-монстрам. Элиария и ее друзья-авантюристы гордились Риомой и поздравляли его с приручением таких сильных монстров. Все были рады, что им удалось приручить этих птиц. Затем Сабус заметил, что Элиария приручила блестящую птицу. Она узнала, что это был редкий покемон-фантом с легкой магией. Затем Райнхард захотел погладить фантомную птицу, но блестящему покемону это не понравилось. После этого они вернулись в особняк и отпраздновали успешное приручение Элиарии и Риомой птиц-лемуров. Элиария даже сыграла для них песню. Затем мы видим Риому, он был плейбоем и сумел заманить Элиарию в свою спальню. Внезапно Элиария загрустила, потому что ей скоро придется попрощаться с жизнью в магической школе. Риома узнал, что дворяне должны ходить в школу, когда им исполняется 12 лет. Элиария сказала, что боится, что не сможет завести друзей в школе, потому что обычные ученики ее боятся. Дело в том, что другие ученики – обычные граждане, а она очень сильная волшебница. Так Риома узнал, что в возрасте 5 лет ее магия вышла из-под контроля, и она ранила другого мальчика. Мальчик боялся Элиарию, а Элиария боялась, что Риома тоже ее боится, когда услышала ее историю. Риома ответил, что он ее не боится, и подбодрил ее. Риома сказал, что он тоже не такой, как все, и Элиария ответила, что никогда его не боялась. После этого Элиария хотела подарить ему прощальный подарок и показала ему магическое ожерелье с волшебным камнем. Риома не хотел принимать такой дорогой подарок, но Элиария уговорила его оставить его себе. Ожерелье должно было напоминать ему об их важном обещании, что они обязательно встретятся снова. Поэтому Риома хотел подарить своей возлюбленной Элиарии что-то особенное. Он подарил ей слизь чистильщика и слизь мусорщика. Она была в восторге от его подарка. На следующее утро семья Джамилов отправилась в путешествие в соседний город, и слуга сказал, что Риома должен почаще их навещать и всегда есть много овощей. Потом он попрощался с семьей Джамилов, и они попросили его писать им письма. Элиарии было грустно, что они расстаются, и она хотела, чтобы он перестал говорить с ней так вежливо. Потом она сказала, что он может называть ее просто Элия, а не полным именем. Затем она сказала, что будет усердно учиться в школе, чтобы стать великой женщиной.